Узи, ты уверена, что там замаскированный корабль? Верняк, Энн. Проверено. Ну смотри, Узи, у нас не так уж много ракет осталось, чтобы их потратить впустую. Ну тогда на счет 3. 1, 2, 3! Сюда! Тут пещера! Фу, все целы? Джей, а это что у тебя? Это фирменные ручки. Ви, а что, иметь 2 руки сейчас не модно? Отдай! Это мое! Спасибо. Что-то она не клеится никак. Это точно мое? Узи, я же говорил, что наши ракеты не причинят серьезного урона их кораблю. Что будем делать? Слышите? Будто вода плещется. Пойдем посмотрим. Может, там есть второй выход? Я? Чё с ним? Он мертв. А я-то думала, загорает мужик. Блин, Узи! Этого бы не произошло, если бы ты меня не отвлекла от этой пещеры. Выкуси, то есть отвали! Ладно, забей. Спасибо. Ветер явно дует в ту сторону, значит там есть выход. Или вход. Узи, ты в порядке? Не знаю. Оно меня звало к себе. Что это было? Дьявольщина какая-то. Биологическая. Мертвая. Говорил я, не стоит заигрываться с демонами. Давайте двигаться дальше, пока это чудовище не появилось вновь.
тоже видел карьер. Они опять замаскировали свой корабль. Ну что? Да, припасла я еще одну ракету. Это была последняя. Только их корабля там уже нет. Как вы думаете, они улетели или просто перепарковали корабль? Радар! Давайте отследим место их новой посадки, пока они опять не удалили все данные. Ты права, летим туда скорее. Энн, я боюсь. Не мог бы ты... Я тебя понял. Конечно, Узи, летим. Вот, я нашла! Они улетели... я в ступоре. Хотя стоп, они что, остались на орбите Купер-9? Зачем? Ну-ка, приблизь-ка их маршрут. Ха! Судя по траектории, они пытались уйти в гиперпространство. Только как будто бы передумали и вернулись обратно на орбиту. Обычно так поступают, если генераторы гиперпространства неисправны. Класс. Значит, мы им все-таки что-то в корабле повредили. Что-то тут нечисто. Не могли же они нас испугаться и улететь? Может, они выполнили свою работу и поэтому улетели? Стоп! Что значит выполнили работу? Убили всех дронов? Быстрее домой! Узи! Ты жива. Пап! Что тут произошло? Они сломали мои двери, ранили шерифа, а потом забрали какие-то ящики у нас со склада и ушли. А чё за ящики-то? Не знаю, на них было написано что-то типа Absolute Solver. Твою робомать. В тех ящиках было оборудование из лаборатории синдром хижины. Ну вот, теперь я однорукий, как бандит. Спокойно. Ща починим. Узи, благодарю. Теперь я снова в строю. И давно ты такое умеешь? Неважно. Ви, зачем киллерам эти ящики? Ты же говорила, что они по нашу душу прилетели. Ну, во-первых, я так не говорила. А во-вторых, Тесса сказала, что черных дронов нужно остановить, иначе всех ждет страшная участь. Правда, я не стала уточнять у Тессы, кого именно она имела в виду под словом «всех». Так давайте их чем-нибудь уничтожим, пока они там на орбите. Этого нельзя допустить. То оборудование — это специальные баки, удерживающие магнитным полем некую очень опасную субстанцию, утечка которой вызывает коллапс сингулярности в радиусе примерно 2000 километров. И чё? А то, что если сделать это на низкой орбите, то вся материя в радиусе 2000 километров сразу сожмется в точку. Это как черная дыра на орбите. При этом 2,5% поверхности планеты будет уничтожено сразу. Остальное будет уничтожено последствиями. Сильнейшим ураганным ветром до 480 метров в секунду, землетрясениями, цунами и разлившейся по поверхности магмой. Взаимодействие раскаленной магмы с водами Мирового океана вызовет сначала парниковый эффект по всей поверхности планеты, спровоцировав таяние снегов и сильнейшие наводнения. А затем эффект термоядерной зимы с экстремально низкими температурами. И мы эту хрень хранили у себя на складе? Может, тогда пусть они и торчат себе на орбите? Это уже не наши проблемы. Приказ был их остановить. Ведь рано или поздно они найдут все-таки способ улететь.
Был бы у нас корабль, мы бы могли бы это сделать. А так... В этом случае нужно срочно чинить ваш корабль. Шериф, сэр, пап, нам нужна ваша помощь. Нет, всем нужна ваша помощь. Так, а что именно здесь не работает? Ну, пульты управления я вроде бы починила. Неисправные генераторы гиперпространства. Топливная система вся проржавела. Форсунки двигателя нужно чистить. Электрика правого двигателя не работает. И нужно проверить гидравлику опор. Понятно. Попробуем управиться в сжатые сроки. Я смотрю, вы с Узи тесно дружите. Береги ее. Хорошо, мистер Дверченко. Пап, а для тебя у меня есть особое задание. Починить вон ту дверь. О, это я с радостью. А тебе, Энн, отдельный подарок. Руководство пилотов-космолетов. Нашла сегодня в школьной библиотеке. Изучай. Тебе ж пилотировать этот корабль. Я буду пилотом? Шикардос! Я ж ломаю все, к чему прикоснусь. Мда, воздушный фильтр тоже нужно будет починить. Простите. Узи, нам нужно кого-то оставить на радаре и организовать с ним связь. Иначе как мы найдем на орбите корабль этих киллеров? Думаю, что у нас есть для этого подходящая кандидатура. Мистер Клиффорд, как вам такое предложение? Да, я с радостью. Да, этого-то кто будет охранять? Да он не бойный, его коллеги улетели. Я думаю, что больше нет смысла держать его за решеткой. А вот для ООН такой сотрудник бы пригодился. Ну, как скажете. Вы же его и просили заключить под стражу. Тогда, мистер Клиффорд, освободите заключенного. Энн, доставь мистера Клиффорда на радар и попробуйте оттуда организовать связь с нашим кораблем. Я готов. Узи. Спасибо тебе. Я правильно понимаю, тебя зовут Узи Дверченко? Да, а что? Не может быть. Знаешь, я в детстве увлекался поэзией и однажды обнаружил стихи неизвестного автора. Я просто не могу тебе этого не прочитать. Сейчас не время для поэзии. Погоди, послушай, это важно. Сингулярность, апокалипс нам с тобой не пережить. Перезапуском Вселенной это можно все решить. Устранив первопричину, можно смерти избежать. И об этом не забудем Узи Дверченко сказать. Это что сейчас такое было? Я сам в шоке. Звучит как какое-то послание. Лады, мило. Будем считать принято. Давай уже, Пушкин, на выход с вещами. Узи, ты уверена, что тебе стоит лететь? Я думаю, что мой Абсолют Совер на борту может понадобиться. К тому же, на борту должен же быть хоть один механик. Смотри, Узи, мы починили, что смогли. Там, вот здесь, смотри, под полом, был дополнительный топливный бак. Но он проржавел так, что восстановлению не подлежит. Мы его выкинули, а заменить его нечем. Но в принципе топлива других баков вам должно хватить даже не на один полет. А еще держи этот комп. Может понадобиться. Я сюда схему корабля записал. А еще смотри, там диагностический софт, мультиметры, осциллограф, картридер и даже коннекторы для подключения к дронам есть. И памяти до хрена, хоть все свое сознание сохраняет.
Да, спасибо. Ну, нам пора лететь. Проверка связи. Мистер Клиффорд, прием. Слышу вас хорошо. Объект все еще на орбите. Скидываю координаты. Понял вас. Достигнем объекта приблизительно через полчаса. Ну что, взлетаем? Поехали.